Привет, друзья! Сегодня в Европе произошло много важных событий, некоторые даже способны удивить. Вырисовывается ситуация, в которой многие уже не понимают, куда все идет. Урсула фон дер Ляйен предложила создать аналитический центр при Еврокомиссии, который будет собирать данные от разведслужб всех стран Европейского Союза. Идея вызывает споры. Для одних это шаг к большой защите, для других риск потери национального контроля. В то же время в Германии автомобильные концерны сообщают о резком снижении прибыли, расходы растут, а конкуренты из Азии усиливают свое давление. Эксперты предупреждают, без быстрых решений страна может потерять лидерство в автопроме. В школах Северного Рейна-Вестфалии начинается эксперимент. Внимание! Директора получают помощь искусственного интеллекта, чтобы сократить бюрократию и сосредоточиться на обучении. Это первый подобный проект в немецком образовании. Все это лишь часть событий дня. Дальше кибератаки. Несколько государственных сайтов перестали работать почти одновременно. Причины пока не называют, но МВД уже усиливает защиту. И еще пенсии. Все чаще звучит вопрос, смогут ли нынешние выплаты покрыть реальные расходы в Германии. Об этом спорят даже в самой коалиции Фридриха Мерца. И вот тут в дело вмешалась Еврокомиссия с решением, которое может изменить подход к социальной поддержке во всей Европе. Про все эти последние события расскажу буквально за несколько минут. Итак, новый поворот в работе. Европейская комиссия и ее представительница Урсула фон дер Ляйен планирует создание собственного секретного аналитического центра, который будет собирать информацию от разведслужб государств-членов и оценивать внешние угрозы и влияние иностранных государств. Согласно документам, проект предусматривает, что страны Евросоюза направят своих специалистов в новую структуру. Там они вместе с экспертами из Еврокомиссии будут анализировать данные, связанные с рисками гибридного характера, от экономического шпионажа до попыток цифровых вмешательств и распространения ложной информации. Идея встречает серьезное сопротивление. Несколько представленных государств считают, что таким образом ослабляется национальный контроль над разведывательными процессами и усиливается координационная роль Брюсселя в вопросах безопасности. Официально проект пока на начальной стадии. Для граждан Европы это значит следующее. Если проект все-таки будет реализован, мы можем увидеть формирование такой новой координационной структуры, работающей с данными безопасности, в которую будут вовлечены десятки специалистов из разных стран. Следующая новость – одна из самых важных для экономики Германии. В Германии автомобильная отрасль переживает серьезный спад прибыли. Аналитики посчитали, что крупнейшие производители автомобилей теперь зарабатывают на каждой проданной машине, внимание, в среднем около 2200 евро, тогда как в прошлом году этот показатель был почти 3350 евро. Это падение почти на треть. Среди компаний есть и лидеры. Японская Toyota получает на каждую машину около 8400 евро прибыли и продолжает продавать более 7 миллионов автомобилей в год. Немецкий Volkswagen получает лишь около 820 евро на автомобиль, один из самых низких показателей среди крупных производителей. Причины такого спада – это дорогие материалы, инвестиции в электромобили и новые технологии, а также рост цен на производство и слабый спрос покупателей. Эксперты предупреждают, что без быстрой адаптации к новым технологиям и повышению эффективности производства многие автопроизводители могут столкнуться с серьезными проблемами, включая сокращение рабочих мест и снижение конкурентоспособности на мировом рынке. Для Германии это сигнал. Автомобильная промышленность, ключевой сектор экономики, находится под давлением и требует срочных изменений от правительства, чтобы сохранить позиции на международной арене. Следующая новость связана с обсуждением нового курса в образовании Германии. Сегодня в немецкой земле Северной Рейн-Вестфалия приняли решение, которое может коренным образом изменить работу руководителей школ. Министр образования Донати Фейлер объявила, что с этого месяца школа сможет рассчитывать на помощь от искусственного интеллекта, чтобы снизить административную нагрузку. По ее словам, руководителям школ приходится тратить слишком много времени на бюрократию, отчетности и проверки. Все это отнимает время для реальной педагогической работы. Поэтому министерство запускает программный вариант помощи. С помощью системы искусственного интеллекта будут выполняться рутинные задачи по документам и управлению, а также будут предложены специализированные обучающие курсы для руководителей школ. Кроме того, Фейлер заявила, что количество запросов и отчетов, которые традиционно адресуются директорам школ,
будет сокращено до необходимого минимума, а вместе с региональными властями будет упрощена процедура кадровой и школьной администрации. Для школьных руководителей это шанс вернуться к главной задаче обеспечению качественного обучения и атмосферы роста. На практике же реализация проекта станет испытанием. Потребуется обучение, инфраструктура и доверие к новым технологиям. Эта инициатива показывает, как образовательная система Германии стремится использовать цифровые решения, чтобы облегчить работу педагогов и сделать школы более эффективными. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Китае произошло обрушение нового моста, построенного всего лишь несколько месяцев назад. Речь идет о гигантском автодорожной конструкции длиной 758 метров в провинции Сычуань. Мост под названием Хунцзы открылся в этом году и считался одной из ключевых артерий региона, соединяя горные районы Тибета и с центральной частью Китая. По официальным данным, обрушение произошло после схода грунта на склоне горы. Движение по мосту было приостановлено заранее из-за обнаруженных трещин, поэтому жертв удалось избежать. Инженеры уточняют, что рухнула одна из береговых опор, а пролетное строение частично ушло в реку. Строительство объекта велось под контролем местных властей и стоило десятки миллионов евро. Инцидент вызвал широкий резонанс в Китае. Эксперты требуют расследования причин и проверки других инфраструктурных проектов в регионе, особенно учитывая, что провинция Сычуань находится в сейсмической активной зоне, где подобные риски недооценивать нельзя. И это только начало. В Германии снова началось активное обсуждение темы пенсий. Поводом стала история медицинской сестры, которая проработала, внимание, 43 года и получила всего 900 евро в месяц. Это стало примером обсуждаемой проблемы в пенсионной системе. Социал-демократическая партия Германии с ДПК и блок ХДС-ХСС, Христианско-демократический союз с Христианско-социальным союзом не могут между собой договориться, как реформировать пенсионную систему. Правительство Германии предлагает укрепить пенсионный фонд с помощью новых отчислений и инвестиций. Но представители ХДС считают, что это слишком дорого и ляжет тяжелым бременем на работающих. Политики обсуждают, как обеспечить достойную пенсию тем, кто трудился десятилетиями. На фоне старения населения и дефицита работников эта тема стала одной из самых острых в стране. Эксперты отмечают, что без реформы Германия может столкнуться с дефицитом пенсионных средств буквально в ближайшие годы. А дальше еще интереснее. В Германии зафиксирована новая волна кибератак на государственные учреждения. По данным Федерального ведомства по информационной безопасности, за последний год количество попыток взлома резко выросло. Затронутыми оказались министерства, мэрии, органы правопорядка и структуры, отвечающие за государственную безопасность. Злоумышленники в сети применяют все более продвинутые технические методы. Внимание! Они используют поддельные электронные письма, поддельные QR-коды и даже телефонные звонки, где преступники представляются сотрудниками технической поддержки. Таким образом, они могут получить несанкционированный доступ к служебным системам и внутренней информации. По словам экспертов, Германия находится среди тех стран, где фиксируется значительное число попыток кибервзлома после Соединенных Штатов Америки, Индии и Японии. Многие государственные учреждения до сих пор работают на устаревших системах и слабо защищены. Ведомство рекомендовало всем государственным структурам оперативно повысить уровень цифровой защиты, ведь речь идет не только о безопасности информации, но и о стабильности всей системы государственного управления Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.